Всем привет! Меня зовут Дима, я ваш гид по Израилю, и сегодня мы поговорим о бахайских садах. Бахаи – это последователи одной из самых молодых религий в мире, начинающей свою историю в середине 19 века. 23 мая 1844 года в персидском городе Шираз молодой торговец Сейд Али Мухаммад, впоследствии известный под именем Баб, провозгласил скорое появление посланника Бога, ожидаемого всеми народами мира. Согласно религии Бахай, за человеческую историю было несколько явлений Бога. В их числе Авраам, Моисей, Будда, Заратустра, Кришна, Иисус Христос, Мухаммед, Баб и Бахаулла. Исламские духовные лидеры враждебно встретили проповедь Баба и использовали свое влияние для его преследования. Баб был арестован, заключен в тюрьму и 9 июля 1850 года расстрелян на площади в городе Тебриз. Одним из последователей Баба был Мирза Хусейн Али, впоследствии известный как Бахаулла, что в переводе с фарси «Великолепие Господа». Он взял на себя роль лидера молодой религии, а в 1863 году в Багдаде объявил себя тем, чье пришествие было обещано Бабом. Как и его предшественника, Бахауллу преследуют власти. Из Багдада он отправляется в Константинополь, оттуда его отправляют в Адрианополь, а после через Египет он попадает в Ако, где проведет последующие 2 года в тюрьме вместе со своей семьей и своими последователями. После освобождения из тюрьмы Бахаулла селится со своей семьей в Ако и проводит последние годы своей жизни за написанием религиозных книг и трактатов. Бахаулла скончался 29 мая 1892 года в местечке Бахджи, к северу от Ако, и был там похоронен. В то время его учение уже распространилось за пределы Ближнего Востока. На сегодня количество верующих Бахаи составляет около 6 миллионов. Самыми известными бахайскими садами являются сады в Хайфе. Они, наряду с садами в Ако, представляют собой всемирный центр Бахаи и входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Хайфские сады расположены на северном склоне горы Кармель и состоят из 19 террас. На территории центральной, 10-й террасы, находится храм Баба, пожалуй, самое узнаваемое строение в Хайфе. Здесь в 1909 году по указанию Бахауллы были перезахоронены останки Баба. По прошествии лет над мавзолеем был возведен этот храм. Бахайские сады были торжественно открыты в 2001 году. Сады состоят из 3 частей. Центральная ось – это самая ухоженная часть, отличающаяся своей безупречной симметрией. По бокам от оси находится вторая зона садов. Здесь уже нет строгой симметрии и растения посажены более свободно. А третья часть по краям садов представляет собой дикую зону. Отдельного внимания заслуживают административные здания, располагающиеся на так называемой дуге. Здесь находятся 4 строения, выполненные в классическом стиле и напоминающие греко-римские храмы. Это Международный архив Бахаи, в нем хранятся оригиналы произведений Баба и Бахауллы, Всемирный дом справедливости, Верховный духовный и административный орган бахайской религии, Международный центр советников, цель которого помочь в руководстве деятельности национальных общин по всему миру, и Центр изучения священных писаний. Также на территории садов находится ряд подземных построек, включающих в себя офисы, зал на 400 мест, столовую, 2 парковки и 5 бомбоубежищ. Подземные строения Бахаев породили массу слухов о каких-то невероятных строениях и чуть ли не скрытом подземном городе, доступным только верующим Бахаям. Эти слухи опровергаются людьми, посещавшими это место. Самым святым местом для себя Бахаи считают сады в Ако. Здесь находится могила Бахауллы в храме, рядом с усадьбой Бахджи, где он жил и работал в последние годы своей жизни. Местоположение храма представляет собой направление для молитв Бахаев. Верующие со всего мира молятся в направлении Ако. Бахайские сады в Ако, как и хайфские, отличаются строгой симметрией, ухоженностью и чрезвычайной красотой. Вот некоторые из основных принципов вероучения Бахауллы. Признание общего источника и неопровержимого единства всех основных религий мира. Самостоятельный поиск истины каждым верующим. Отказ от всех предрассудков – расовых, национальных, религиозных, классовых, политических
и других. Признание того, что истинная религия находится в гармонии с разумом и научным знанием. Осуществление равноправия мужчин и женщин. На вершине горы Кармель находится обелиск, обозначающий место, где Бахаулла пережил божественное откровение. Здесь в будущем будет построен молитвенный дом. Всего у бахаев 10 молитвенных домов по всему миру, но не в Израиле. Храмы Баба и Бахауллы таковыми не являются. Сад Ридван находится на юго-востоке Акко. Здесь Бахаулла любил проводить время и наслаждаться тишиной и спокойствием, царившим в саду. Рядом с садом ведется строительство храма Абдул-Бахи, старшего сына Бахауллы, человека, взявшего на себя роль лидера общины после смерти отца. На сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Обещаю рассказать еще немало интересного. В описании видео я оставил свои контакты. Всем пока!